Всем привет! Сегодня сериал «Мидас», 2011 год, в главных ролях Чан Хёк и Ким Хие. Режиссеры Кан Шин Хё, Ли Чхан Мин. Сценарий Че Ван Гю. Я хотела бы уточнить, мне показалось, что в главной роли не люди, а бизнес. Я упомянула автора сценария, потому что много экранного времени, 80, если не 90%, отводится ведению бизнеса. И у меня создалось такое впечатление, что сам сценарист когда-то работал либо на рынке ценных бумаг, либо в сфере, либо в финансовом холдинге. Слияние банков и проблемы, такие как сокращение штата, закрытие убыточных филиалов, ну и так далее. Полное погружение в тему сценариста, может, он привлекал экспертов, но чувствовалось неповерхностное освещение темы. По поводу названия фильма. Легенда рассказывает, как Мидас, царь Фригии, приобрел золотой дар. Когда Дионис вел войско в Индию, Силен, учитель Диониса, заблудился. Подданные Мидаса нашли его в лесу мертвецки пьяным. Мидас радушно принял Силена, беседовал с ним и через 10 дней возвратил Дионису, который пришел в восторг, узнав, что его учитель найден целым и невредимым. В награду Дионис предложил Мидасу любой дар, какой тот пожелает. Мидас не нашел ничего лучше, как попросить, чтобы все, к чему он не прикоснется, обращалось в чистое блестящее золото. И это пожелание было тотчас же исполнено Дионисом. Мидас решил испытать свой дар. Он коснулся ветви дуба, и она стала золотой. Он взял камень, и произошло то же самое. Когда Мидас вернулся ко двору, он приказал приготовить пир в честь своего нового дара. Но когда он взялся за еду и питье, они тоже превратились в золото, отчего он не мог ни есть, ни пить. Мидас, боясь умереть с голоду, пришел к Дионису и умолял его взять назад этот дар. Дионис сжалился над ним, он приказал Мидасу искупаться в реке Пактол, современная Турция, которую стали называть Хрисароем, отчего река до сих пор несет в своем течении крупицы золота. А Мидас избавился от своего дара. Вот об этом сериал. Типичная корейская история. Мальчик очень хорошо учился и радовал свою мать отличной учебой. Ну, типичная в том плане, что родители в Корее придают большое значение учебе. Но когда он учился в колледже, мать умерла, оставив место на рынке и $5000. Он вложил эти деньги в акции и заработал на дальнейшую учебу. Он был талантлив в плане чутья, амбициозен, у него была невеста, но в один прекрасный день все это рухнуло. Вообще я удивляюсь наивности людей. Он даже не закончил университет, а ему предлагают стать партнером компании сразу и самому вписать сумму, равную годовой зарплате в чек. Огромная разовая выплата для бедного парня. Квартира, машина, и его это не насторожило. Желание разбогатеть любой ценой ни к чему хорошему не приводит. «Деньги, деньги, деньги, деньги», напевала мать главного героя. Потом эту песню напевал главный герой. Эти проклятые деньги, без них ты ничто, а с ними ты в дьявольской ловушке. Но не все, слава богу, падки на деньги. Девушка Дахёна, узнав стоимость ожерелья, вернула подарок. Действительно, как можно принимать такой дорогой подарок от чужого человека? Потому что выяснилось, что это женщина, шеф Дахёна, подарила это ожерелье. Да и от родного человека, если ты понимаешь, что такой подарок ему не по карману. Чан Хёка люблю, Ким Хе тоже. Вот про Ким Хе хочу сказать, эту актрису я впервые увидела в сериале «Мир женатой пары». Но почему-то в обзоре я упустила этот момент. На первых кадрах женатой пары, когда появилась Ким Хе, я подумала: фи, какая немолодая и совсем не красавица актриса. После 2 серий я уже так не думала. А в финале я была в полном восхищении от этой актрисы. В «Мидасе» 85% интереса сериала — заслуга актрисы Ким Хие. Чан Хёк тоже бесспорно внес свою лепту. Поединок 2 профи, персонажей я имею в виду, захватывающее зрелище. Лишний раз убеждаюсь в том, что деньги не делают людей счастливыми. А еще фильм о том, что жизнь — сплошные компромиссы. А если ты умен и талантлив, всех это будет только раздражать, и все только и будут ждать твоего падения. Для богатых бедный всегда будет лишь бедной обезьянкой. Как сказал отец девушки, если твоя жадность растет, ты пропадешь. Главная героиня произносит цитату со ссылкой на крестного отца: «Я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». И в финале Дахён, главный герой, говорит: «Я понял, почему мама называла деньги наличностью дьявола. Искушения дьявола сладкие и заманчивые. Смогу ли я, вернувшись в мир игр с деньгами, отклонить его коварные предложения?»
Непорядочное ведение бизнеса, а порой преступное, борьба за наследство между родными сводными детьми, семейные тайны, алчность и честолюбие, богатые и бедные, любовь, отношения отцов и детей, смертельная болезнь, коррупция. Вот неполный перечень составляющих сюжета. Очень напряженный сценарий, сродни детективу, интересно растает от серии к серии. Всем рекомендую. Не самый лучший, ну для меня во всяком случае, но в плане погружения в тему бизнеса, рынка ценных бумаг, банковскую сферу и какой-то профессиональный подход к теме бизнеса в сценарии, один из лучших корейских сериалов. За окном идет снег, в комнате полумрак, и сидишь в тепле и смотришь 21 серию. Немножко коробило слух неправильное ударение перевода в словах кредитор, приемник вместо преемник и так далее. Но это мелочи жизни. Финал хороший, зло наказано, все перевоспитались. Всем здоровья и удачи. Пока.